Алкоголь уходит из России. Что делать? Какое состояние рынка алкогольной продукции? Что ожидать? Об этом поговорим в этом видео. Присоединяйтесь, поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самогон Саныч. Я являюсь автором вот этой книги по самогоноварению. Ссылочки на нее я оставлю в описании к данному видео. Советую приобрести ее, ибо все время идут сейчас разговоры о том, что отключат то интернет, то YouTube и так далее, и так далее. Ну а как вы понимаете, подобную книгу, когда она у вас стоит на полочке в доме, ее никто не отключит, и вы всегда будете иметь к ней абсолютно спокойно доступ. Так что советую приобрести, как я сказал, ссылки на магазин в описании к данному видео. Итак, алкоголь уходит из России. Кто виноват, что делать, что будет с рынком алкогольной продукции, сегодня поговорим на эту тему. Значит, недавно больше 10 различных известных алкогольных брендов заявили, что они уходят с российского рынка и, соответственно, снимают свою продукцию с поставок в Россию. Что это значит? Это значит, что для нас с вами, это значит, что алкоголя на полках станет меньше и он станет дороже. Кроме того, сейчас уже цены, насколько я знаю, подорожали от 20 до 40%. В ближайшее время, я думаю, подорожает и отечественный алкоголь, поскольку многие отечественные бренды используют в своих рецептах заграничное сырье. Соответственно, курс валюты подскочил вверх, и, соответственно, это сырье, даже если будет поставляться, оно будет дороже, а, соответственно, и дороже будут алкогольные напитки, которые производятся в нашей стране. Итак, давайте разберемся с вопросом. Вот более 10 брендов уходят с российского рынка. Стоит ли здесь сильно переживать? Вы знаете, я думаю, что сильно переживать не стоит. Объясню почему. Потому что вообще есть закон природы, да, природа не терпит пустоты. Вот смотрите, я беру чайник и просто наливаю себе в кружку чай. Как вы понимаете, этот чайник не остается пустым, потому что чай выливается через носик, и сразу же место этого чая занимает воздух. Также и здесь. Если в экономике какой-то бренд покидает рынок и уходит, то эту нишу по закону просто экономики, по закону бизнеса будет занимать какой-то другой бренд, какой-то другой аналогичный товар, который, может быть, вы даже не знали до этого, поскольку он просто не мог никак пробиться сквозь вот эту вот завесу, которая уже сделана популярным и известным брендом, и он просто где-то оставался в тени, о нем никто не знал. Сейчас бренд, который был так популярен, вдруг решил сам уйти. И, значит, для бизнеса вот этого маленького бренда, который еще никто не знает, появляется шикарный шанс занять эту нишу практически без всякой конкурентной борьбы. Так что я думаю, что эта ниша будет занята и будет занята достаточно быстро. Так что за это, то, что кто-то ушел с рынка, мы не будем переживать. Однако, все-таки давайте разумно и объективно разберемся с ситуацией, которая сейчас происходит. К чему все это приведет? В ближайшее время, я полагаю, что это приведет, во-первых, к росту цен. Я уже сказал причины, по которым это будет. Во-вторых, будет снижение ассортимента. Временное, но оно будет. Третье. Скорее всего, как обычно в такие ситуации, в кризисной ситуации, будет снижение качества алкоголя. Ну и четвертое, конечно, мошенники. Они есть в любой сфере бизнеса. Вы это прекрасно знаете, уважаемые зрители. Эти мошенники постараются наполнить эту нишу каким-нибудь контрафактным алкоголем, который может появляться как и из-под полы, так и в каких-то магазинах. С этим разобрались. Итак, что делать? А что я вам могу сказать, уважаемые зрители? Конечно, гнать самогон. Если кто-то уже научился этому ремеслу, отлично, у вас уже есть практические навыки, и вы можете сейчас как раз-таки блеснуть перед своими друзьями своими напитками, которые вы сделали в домашних условиях. Если вы еще не умеете этого делать, я считаю, что есть смысл научиться и начать заниматься этим ремеслом, конечно, если оно вам нравится. Потому что если вам само самогоноварение не нравится как хобби,
и вы как бы из-под палки пытаетесь этим заняться, то лучше не занимайтесь. Просто лучше, как и раньше, ходите в магазин, ну, будете платить там на 20-40% дороже, ну, вот и все. А если нравится, то есть смысл, если вы задумывались когда-то начать заниматься самогоноварением, сейчас как раз-таки самое то время. Напоминаю для начинающих, что какие бы бренды не ушли с нашего рынка, вы всегда можете в домашних условиях сделать их замену. Самогоноварение – это не только изготовление самогона. Изготавливая самогон, на его основе вы можете сделать как водку, настойку, домашние коньяки, наливки, ликеры, ратафии, джин, виски и так далее, и так далее. Практически любой напиток, который представлен на полках наших магазинов, вы можете сделать в домашних условиях, причем качество этого напитка зачастую будет гораздо выше. И вы получите спиртной напиток, но без похмелья и головных болей по утрам. Во всяком случае, на моем канале представлены многие рецепты всех этих домашних напитков. Напоминаю, что даже домашний коньяк – это целый пласт рецептов, которые вы можете повторить в домашних условиях. Ну и более 100 рецептов в моей книге. Итак, с этим тоже разобрались. Конечно, сейчас кто-то скажет: извиняйте, у нас сейчас проблемы с сахаром. И, соответственно, как же начинать заниматься самогоноварением? Значит, по поводу этого. Это, конечно, неприятно. Да, я знаю, что сахар вырос в цене. Да, я знаю, что сейчас идет некий лимит выдачи на одни руки, там 5 килограмм, что ли, сахара и так далее, и так далее. Значит, уважаемые зрители, здесь я вот что скажу. Я, как видите, человек, рожденный в СССР. И за свою жизнь я уже помню вот 3 таких кризиса, когда сахар либо вообще исчезал с прилавков в магазинах, либо его давали очень лимитированно, либо была цена высокая, либо и то, и другое, и третье. Но, тем не менее, многие из вас, которые родились позже, вы даже не знаете, что такие кризисы уже были, и они проходили достаточно быстро. Так вот, по своему опыту я скажу, что да, если сейчас нет сахара, это не повод, что не надо заниматься самогоноварением. Это повод как раз начать самогоноварение и набить себе руку. Поэтому останавливаемся на жизнеутверждающей истине. Проблемы с сахаром, я полагаю, решатся достаточно быстро, точно так же, как и вот в те 3 кризиса, которые я помню за время моей жизни. Соответственно, сахар скоро появится на прилавках, цена опустится, все отстабилизируется, и вы будете спокойно делать домашние напитки. Теперь дальше. Кроме того, следующий момент. Если нет сахара, если он слишком дорог, можно ли делать самогон? Да, уважаемые зрители, можно делать самогон. Вы можете делать самогон из старого варенья. У многих, может быть, в подвале засахаренное варенье стоит, которое там забродило или еще не забродило. И, может быть, эти рецепты еще ваша бабушка делала. Но вот эти вот банки с вареньем, они стоят уже десятилетия, и девать их некуда. Соответственно, пожалуйста, вот у вас готовое сырье для фруктового самогона. Отличный вариант. Можно делать самогон из меда. Можно делать брагу из обычной муки, которая продается в магазинах. Можно делать самогон из дробленой кукурузы, и вы получите прекрасный бурбон. Можно делать самогон из дробленого риса, подчеркиваю, дробленого. Можно делать самогон из концентратов соков, которые появились сейчас в магазинах. Я, правда, сейчас точно не помню, сколько они стоят и повысилась ли на них цена, но это тоже отличный вариант и достаточно простой. Кроме того, вы можете использовать и просроченные конфеты, которые иногда уходят с полок магазинов и куда они деваются неизвестно, но всегда можно найти вариант, как их приобрести. Я помню, я в свое время еще был в Тверской области, там была конфетная фабрика, где вот такие конфеты можно приобрести было за копейки, буквально килограммами, а то и десятками килограммов. И самогонщики, в общем-то, очень активно использовали этот вариант. Так что, как вы видите, выходы есть. Соответственно, вам надо просто подыскать тот выход, который вам больше подходит. Единственное, что я хочу предупредить, что, уважаемые зрители, работа с зерновым самогоном, это вот там, допустим, кукуруза, рис, солод и так далее, да, и с фруктовым самогоном, варенье и все прочее, ягоды, груши, другие какие-то фрукты, он требует отдельной методики. То есть методика приготовления самогона сахарного, фруктового
и зернового, они кардинально отличаются друг от друга. Во-первых, для фруктового самогона вам нужны не обычные спиртовые дрожжи, а дрожжи с приставкой «фруит». Для зернового самогона вам необходимо либо дрожжи кодзи, либо дрожжи с приставкой виски. И самое главное, методика, как я сказал, разная. При перегоне браги фруктовой или зерновой вам обязательно необходима сетка Панченкова медная, ибо только медная сетка будет задерживать сернистые соединения, которые вам абсолютно не нужны в вашем итоговом напитке. Так что, как видите, уважаемые зрители, варианты приготовления самогона все равно остаются даже в эти кризисные времена. Вы выбираете любой, который вам наиболее подходит, и продолжайте гнать самогон, делайте его без похмелья, запаха и головных болей. Я думаю, ваши гости вам будут благодарны. Так что продолжаем заниматься самогоноварением. Если какие-то вопросы есть, или если вы еще раз начинаете только этот путь самогонщика, моя книга к вашим услугам, ссылочки на книгу в описании под данным видео. А на сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Подписавшись, не забудьте вы нажать на этот колокольчик, поставить лайк и написать комментарий к видео. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застолий! Если вы делаете первые шаги в увлекательном мире домашнего самогоноварения, рекомендую приобрести мою книгу «Самогоноварение для чайников». Независимым издательством Ридера эта книга была признана бестселлером 2020 года. Книга продается исключительно в печатном виде. Ссылочка на интернет-магазин в описании под данным видео. С вами был автор книги Самогон Саныч, а вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застолий!